Глава 1691. Новая гора эссенции божественного света. Призвав свои грозовые крылья, Хань Ли нежно взмахнул ими, и его тело вырвалось наружу лазурно-белой нитью света. Световая нить покрыла расстояние до 800 футов всего за одну вспышку, а затем появилась на другой стороне горизонта после еще нескольких вспышек. Такая поразительная скорость позволила Хань Ли обогнать всех существ ниже ранга святой расы, и он, наконец, начал медленно догонять Лю Шуэр и Ши Куна. К счастью, все находящиеся поблизости темные звери, казалось, были вызваны монархом темных зверей, что позволило ему летать через лес без каких-либо ограничений. Спустя более 2 часов он наконец догнал свою цель и увидел вдалеке Лю Шуэр и Ши Куна. На самом деле он не догнал. В этот момент Лю Шуэр и Ши Кун уже были вынуждены остановиться и в настоящее время вели ожесточенную битву с серебристыми темными тварями. Хань Ли прищурился и оценил ситуацию с расстояния в несколько километров. Таким образом, он обнаружил, что Ши Кун надел костюм мерцающих желтых доспехов и остановился на месте в воздухе. В его руках появилась пара красных боевых молотов, и когда он взмахнул ими в воздухе, бесчисленные огненные шары размером с кулак вращались вокруг него, вызывая воображение зловещего алого огненного змея. В воздухе над его головой красный нефритовый пузырек непрерывно вращался на месте, выстреливая столбы багрового света, которые в неистовстве атаковали врагов вокруг него. Оказалось, что самые мощные способности Ши Куна были способностями элемента огня, а не земли. Это стало большим сюрпризом для Хань Ли. Между тем, 3 серебристых темных зверя, которые атаковали его, вызвали около дюжины черных проекций, которые окружили его со всех сторон. Бесчисленные полоски черного и красного света с грохотом столкнулись друг с другом, и, несмотря на огромную мощь боевых молотов Ши Куна, он не смог ударить по серебряным проекциям вокруг себя из-за их быстрых и непредсказуемых движений, поэтому он был в состоянии защитить себя без возможности получить какое-либо преимущество. Вдобавок ко всему, даже несмотря на то, что 3 серебряноглазых темных зверя на самом деле не атаковали его сами, серебряные лучи света, которые они выпускали из своего третьего глаза, были чрезвычайно опасны. Ши Кун, естественно, не осмеливался позволить этим лучам света пробить его защиту и поразить его тело, поэтому он старался изо всех сил блокировать их своими боевыми молотами. Хань Ли мог ясно видеть, что как только эти серебряные лучи света ударили по малиновым молотам Ши Куна, эти области на них мгновенно приобрели черный оттенок. Несмотря на то, что малиновый свет вокруг этих областей все еще сохранился, им нужно было время, чтобы вернуться в нормальное состояние. К счастью, 3 темных зверя с серебряными глазами не смогли непрерывно спускать эти лучи света, и даже когда 3 из них объединили свои силы для атаки Ши Куна, они все еще не смогли прорвать его защиту. Таким образом, возникла тупиковая ситуация. Тем временем Лю Шуэр в одиночку столкнулась с 4 другими серебристыми темными зверями, и ее ситуация была совершенно иной. Она вызвала набор сверкающих серебряных коротких копий, каждая из которых было всего около фута в длину. Всего их было 8, и, летя по воздуху, они оставляли за собой пятнышки серебряного света, создавая впечатление, будто в темной ночи загорелись бесчисленные серебряные звезды. Помимо этих сокровищ, позади нее появилось странное серебряное сияние. Проекция выглядела как красивая женщина в серебряных доспехах, но когда ее руки вспыхивали в воздухе, они вызывали бесчисленное количество расплывчатых проекций рук, создавая впечатление, что у нее сотни рук. Каждый из этих оружий держал серебряный длинный меч, такой же расплывчатый и нечеткий, и эти длинные мечи посылали в воздух полосы белого меча Ци. Таким образом, проекция выпустила бесчисленные полосы Ци меча, в то время как набор коротких серебряных копий спускал бесчисленные пятнышки серебряного света, и эти атаки охватывали область с радиусом более 1000 футов. 4 серебряноглазых темных зверя пришли в ярость, и проекции, которые они вызывали, безжалостно устремились к Лю Шуэр, но они не могли пробить ее оборону. Таким образом, она оказалась на высоте в своей битве. Хань Ли вздохнул с облегчением, увидев это, и в то же время на его лице появилась кривая улыбка. Эти двое заявили, что у них будет очень мало шансов на победу, если они столкнутся с более чем 3 обычными темными зверьми, но прямо сейчас они столкнулись с несколькими трехглазыми темными зверьми, которые были более высокого ранга, чем их обычные собратья, но один был в состоянии выстоять, в то время как другой явно имел преимущество. Было совершенно очевидно, что они оба намеренно слишком скромно оценили свои силы. Однако это не стало сюрпризом для Хань Ли. В конце концов, никто не раскроет всю полноту своих способностей людям, которых они только что встретили. Монарх темных зверей должен был определить их уровни культивации, но он никогда бы не подумал, что эти двое не были обычными существами на поздней стадии пространственного закаливания. В противном случае он не послал бы за ними только этих 7 серебристых темных зверей. Если бы они были сопоставимы по силе с обычными существами на поздней стадии пространственного закаливания, они не смогли бы так долго противостоять комбинированным атакам этих серебристых темных зверей. В нынешней ситуации было невозможно сказать, действительно ли Лю Шуэр могущественнее Ши Куня, или же 7 серебристых темных зверей действительно уступали по силе по сравнению с ними двумя.
Ни одна из сторон не раскрыла всю свою мощь, и сражения казались довольно ожесточенными, но все они просто наносили образные удары, пытаясь спровоцировать брешь, которую они могли использовать, чтобы нанести смертельный удар. Только в эти моменты жизни и смерти они раскрыли пределы своих способностей. Однако, используя свои способности духовных глаз, Хань Ли мог видеть, что на лицах Ши Кун и Лю Шуэр были озабоченные выражения. Неудивительно, что им было не по себе. В конце концов, это была центральная область леса темных зверей. Несмотря на то, что все темные звери, казалось бы, были забраны монархом темных зверей, кто мог сказать, что стая зверей внезапно не развернется? И если бы их сразу окружило столько темных зверей, их судьбы были бы решены. Однако, если бы они попытались быстро положить конец этим битвам, это также могло бы легко привести к неблагоприятным последствиям. Эти 7 серебряноглазых темных зверей были сравнимы с ними по силе, поэтому, даже если бы они использовали все свои козыри, чтобы убить этих зверей, они потратили бы много магической силы в процессе, и, скорее всего, в конечном итоге также бы получили бы травмы. В этом случае у них почти не было возможности пройти через остальную часть леса темных зверей, не будучи убитыми по пути. Таким образом, и Лю Шуэр, и Ши Кун начали сильно беспокоиться, и они могли только надеяться, что Хань Ли догонит их как можно быстрее. Только объединив свои силы, они смогут одержать победу, не перенапрягаясь. Эти мысли быстро пронеслись в голове Хань Ли, и он сразу понял природу ситуации. Он знал, что эти битвы должны быть завершены очень быстро, поскольку чем дольше они откладываются, тем большему риску они подвергаются. Таким образом, он сразу же взмахнул рукавом и перевернул руку, вызвав объект. Затем он щелкнул запястьем, и черный браслет вылетел вперед, а затем во вспышке растворился в воздухе. В то же время его другая рука стала угольно-черной, и из кончиков его пальцев начали выходить пучки серого света. Одновременно вспыхнул золотой свет, и золотые чешуйки появились по всему его телу, когда он немедленно активировал свои первозданное истинное дьявольское искусство на всю мощь. После всего этого он поднял руку, и появилась черная вуаль, которая накинулась на все его тело, и он тут же исчез. Спустя несколько мгновений одно из темных зверей, атакующих Ши Куна, внезапно дрогнуло, и в его глазах промелькнул намек на недоумение. В этот момент позади него возникли пространственные колебания, и белый объект полетел прямо на зверя. Серебряноглазый темный зверь среагировал чрезвычайно быстро, замахнувшись лапой за спину, даже не обернувшись. Вспыхнул черный свет, и несколько черных выступов когтей промелькнули в воздухе, врезавшись в белый объект с громким грохотом. Темный зверь воспользовался этой возможностью, чтобы резко повернуться, и, наконец, ему удалось определить, чем он только что подвергся нападению. Это был первозданный белый питон длиной в несколько десятков футов. Из его тела исходила удивительная ледяная ци, оценивая зверя совершенно невыразительным образом. Темный зверь, естественно, был в ярости, увидев это, но прежде, чем он успел что-то сделать, небольшая гора примерно в дюйм высотой внезапно появилась над его головой. Затем миниатюрная гора резко увеличилась до более чем 1000 футов в мгновение ока и беззвучно рухнула. На поверхности горы было начертано несколько больших серебряных рун, и эти символы представляли собой не что иное, как скошенный серебряный текст. Из-за внезапного и бесшумного появления горы темный зверь обнаружил ее присутствие только после того, как она начала спускаться. В этот момент изо рта гигантского белого питона вырвался голубой нефритовый веер, и веер взмахнул воздухом, послав вспышку голубого ледяного света прямо на темного зверя. Серебряноглазый темный зверь был очень встревожен этими внезапными событиями, и два других темных зверя сразу же испустили рев ярости, увидев это, отвернувшись от Ши Куна, и бросились на своего товарища. Ши Кун сразу же выпустил взрыв хриплого смеха, и оба его боевых молота вылетели из его рук, затем увеличились до 10 футов в размере каждый, прежде чем с разрушительной силой рухнуть на двух темных зверей. Еще до фактического контакта с двумя зверями от боевых молотов обрушились две вспышки огромной силы, и два зверя могли только развернуться и испустить изо рта черный свет, чтобы противостоять этим смертоносным атакам. Таким образом, у темного зверя под гигантской горой не было другого выбора, кроме как столкнуться с Хань Ли в одиночку, и весь его мех тут же встал дыбом, а затем превратился в бесчисленные полоски черного света, которые устремились прямо в полоску синего света, стремительно приближавшегося к нему. Затем он поднял голову и направил толстый столб черного света к нижней части гигантской черной горы. Зверь не ожидал, что эти поспешные атаки действительно смогут сдержать нападение Хань Ли. Все, что он хотел, это немного отсрочить эти две атаки, и был уверен, что сможет убежать. В следующее мгновение черный свет вырвался из тела темного зверя, и оно внезапно разделилось на сотни черных бабочек, которые разлетелись во все стороны. Черный столб света ударил в гигантскую гору, и последняя действительно на долю секунды остановилась при спуске. Во время этой короткой задержки черные бабочки сбежали примерно на 300 футов и в следующее мгновение собирались покинуть территорию, окруженную гигантской горой. Однако как раз в этот момент поблизости раздалось холодное хихиканье. Хихиканье было не очень громким, но все черные бабочки дрогнули, услышав его, и чуть не упали с неба.
Почти в тот же момент серебряные руны на поверхности гигантской черной горы засветились, после чего бесчисленные нити серого света вырвались из-под горы. Блестящий серый свет вспыхнул, и серые нити мгновенно пронзили тело временно обездвиженных черных бабочек. Глава 1692. Первоначальное проявление сил. Затем эти черные бабочки вздрогнули, словно столкнулись с проклятием своего существования, а затем рассыпались пятнышками черного света. В этот момент гора медленно вращалась, и взрыв огромной силы всасывания пронесся как обширное пространство серого света, унося пятнышки черного света, прежде чем втянуть их в нижнюю часть горы, где они исчезли в мгновение ока. Этот темный зверь был втянут в гору эссенции божественного света, и только небеса знали, остался ли он жив. Сразу после того, как этот темный зверь исчез в виде пятнышек черного света, 3 проекции, атакующие Шикуна, также исчезли в мгновение ока. В этот момент 2 других темных зверя только что взорвали огромные огненные боевые молоты Шикуна своими столбами черного света, и они были чрезвычайно встревожены и разъярены тем, что одного из их товарищей нигде не было видно. Черный свет исходил из их тел, и они объединились в одно, образовав двуглавого темного зверя с серебряными глазами. Этот двуглавый зверь был более 200 футов в размере, а 3 вертикальные глаза на их глобеллах увеличились в размере в несколько раз, из-за чего они казались парой мерцающих серебряных ламп. Как только появился этот гигантский зверь, обе его головы повернулись в разные стороны, и их 3 глаза резко распахнулись, и каждый из них испустил луч серебряного света размером с большой палец. Один из лучей света устремился к массивной синей волне, а другой устремился к гигантской черной горе наверху. Серебряный свет поразил двоих в мгновение ока, и хотя лучи света были довольно тонкими, они, казалось, обладали необычайной силой. И голубая волна, и гигантская гора вздрогнули, начав колебаться в воздухе и продвигаться дальше. Слабый крик удивления внезапно раздался откуда-то рядом с гигантским двуглавым темным зверем. Двуглавый темный зверь был в восторге от того, что его способность эффективно сдерживала атаки Ханли, но его выражение лица сразу же потемнело, когда он услышал этот крик удивления. Одна из его передних лап пронеслась по воздуху, как молния, к месту, откуда раздался звук, и зверь был настолько массивным, что даже одна его лапа была размером около 10 футов. В воздухе вспыхнули проекции когтей, охватив всю территорию поблизости. В то же время одна из его голов повернулась, и из 3-го глаза вырвался другой луч серебряного света. После слияния этот гигантский зверь смог быстро испустить этот серебряный свет из своего 3-го глаза. Если бы кто-то был застигнут этим врасплох, думая, что зверь не сможет так быстро высвободить этот серебряный свет после своей предыдущей атаки, тогда у него могут возникнуть небольшие проблемы. Раздался оглушительный грохот, и в воздухе внезапно появилась мерцающая золотая человекоподобная фигура. Он держал мерцающую серебряную печать, которая превратилась в полоску серебряного света, которая с легкостью заблокировала массивную лапу гигантского двуглавого темного зверя. В то же время фигура просто холодно хмыкнула при виде приближающегося луча серебряного света, и перед ним внезапно появился небольшой кристаллический щит. Щит в мгновение ока увеличился до 10 футов в размере, преломляя луч серебряного света так, что тот совершенно не попал в золотую фигуру. Двуглавый зверь был этим весьма озадачен. Золотой фигурой был никто иной, как Ханли, который проявил себя после того, как снял свою черную вуаль, в то время как белый питон был его разумной марионеткой, куклой. Как только он увидел атаку гигантского зверя, он немедленно достал свою небесную астральную печать, чтобы увидеть, насколько она мощна. При виде того, как легко сокровище сдерживало атаку гигантского зверя, на его лице сразу же появилась довольная улыбка. Внезапно он взмахнул крыльями на спине и внезапно исчез на месте, как дуга лазурной и белой молнии. Гигантский зверь был очень встревожен, увидев это, и поспешно глядел окрестности своими 6 глазами. В этот момент над его головами раздался громкий удар грома, и на вершине черной горы, которую сдерживал луч серебряного света, появился Хань Ли. Он посмотрел на гору с холодным выражением лица, а затем осторожно наступил на нее одной ногой. Серебряные руны на горе немедленно загорелись, а затем увеличились примерно в 10 раз по сравнению с их первоначальным размером в мгновение ока, а затем начали беспорядочно мигать, выглядя так, как будто они собирались выйти с горы как существенные объекты. Почти в тот же самый момент пространство вокруг горы начало с грохотом искривляться. Гора внезапно исчезла на месте вместе с Ханли, появившись прямо над гигантским двуглавым зверем среди вспышки серебряного света в следующее мгновение, как будто он был там все время, а затем рухнул на его тело. Гигантский зверь издал рев недоумения, но прежде, чем он успел что-то сделать, он был вынужден рухнуть вниз, как массивная падающая звезда под огромным весом горы. 2 его головы взглянули друг на друга, и обе немедленно испустили свирепый рев. В то же время от его тела вспыхнул черный свет, и оно начало резко увеличиваться в размерах. В мгновение ока двуглавый темный зверь увеличился до более чем 100 футов, а его черный мех приобрел слабый серебристый оттенок, а его аура увеличилась и стала более чем в 2 раза мощнее, чем раньше.
Созданные ими зверюги также резко увеличились в размерах и получили значительное увеличение силы. Выражение лица Шикуна немного изменилось, увидев это, но затем он немедленно издал громкий крик, когда яркий духовный свет вырвался из его костюма желтых доспехов, после чего он поднял руку и указал на два гигантских малиновых боевых молота вдалеке. Багровый огненный змей, вращавшийся вокруг его тела, внезапно издал громкий рев и растворился в боевых молотах. Яркий малиновый свет сразу же излучился от двух боевых молотов, прежде чем обрушиться на двуглавого темного зверя. Еще не достигнув цели, палящее багровое пламя вырвалось из пары боевых молотов. После их слияния два темных зверя стали значительно сильнее, поэтому они, естественно, не боялись этой атаки. Таким образом, они немедленно подняли головы и издали долгий вой в унисон, а затем рассекли воздух четырьмя лапами. 4 выступа когтей пролетели в воздухе, каждый из которых был около 10 футов в длину, и 4 внезапно объединились в один, образуя черный полумесяц длиной в несколько десятков футов. Полумесяц легко прорвался сквозь надвигающееся пламя, а затем поразил оба гигантских багровых боевых молота одновременно с сокрушительным ударом. Затем черный и красный свет переплелись друг с другом, вступив в ожесточенную битву за превосходство. После этого двуглавый темный зверь открыл пасть и выпустил два толстых столпа черного света. В то же время созданные ими проекции также воспользовались этой возможностью, чтобы наброситься на Шикуна. Шикун, естественно, не собирался отступать, и он громко вскрикнул, прежде чем резко сжать кулаки, которые начали светиться ослепительным желтым светом. Когда он взмахнул руками в воздухе, бесчисленные кулаки вылетели прямо на столбы света и звериные проекции. Когда двуглавый темный зверь атаковал Шикуна, белый свет внезапно вспыхнул от тела гигантского белого питона, и он превратился в красивую женщину в белых одеждах с длинной и стройной фигурой. Как только женщина появилась, она сделала захватывающее движение к синему нефритовому вееру, немедленно вернув его в ее объятия. Затем она снова и снова махала веером в сторону двуглавого темного зверя, создавая вспышки синего света, которые накладывались друг на друга, образуя гигантскую синюю волну высотой более 100 футов, а затем яростно обрушивалась на гигантского зверя. В то же время черная гора, парящая в воздухе, тоже покачнулась и исчезла на месте. Однако в следующее мгновение серый свет вспыхнул над головами двуглавого темного зверя, и массивная черная гора снова появилась из воздуха. Он повернулся на месте и выпустил вспышку серого света, которая опустилась на гигантского зверя. Только что увидев судьбу, которую постигла их спутника, двуглавый темный зверь и, естественно, пристально следил за горой, поэтому он мгновенно среагировал на эту скрытую атаку, и обе головы испустили громовой рев ярости. Черный свет начал вспыхивать от тела двуглавого темного зверя, и оно подпрыгнуло в воздухе. Затем произошла странная сцена. Во время его спуска серебряные руны на гигантской горе вспыхнули, и гора, а также гигантский зверь внизу растворились в воздухе. Однако после этого сразу же раздался сокрушительный удар, и черная гора снова появилась на земле, как будто в результате мгновенной телепортации. В то же время под горой образовался массивный кратер диаметром более 2000 футов, и двуглавый темный зверь был раздавлен горой. Видны были только его головы, и обе головы кровоточили из всех 7 отверстий, в то время как его тело было полностью обездвижено под огромным весом горы. Хань Ли стоял на вершине горы, и холодный свет вспыхнул в его глазах, когда он увидел это, и внезапно провел рукавом по воздуху. Изнутри тут же вылетели два маленьких меча, каждый из которых был всего около нескольких дюймов в длину. Затем эти мечи раскачивались и сразу же превращались в полосы лазурного света длиной 80 футов, мгновенно летевшие к подножию горы. Лазурный свет пронесся прочь, и две гигантские головы были обезглавлены одновременно. Как ни странно, ни одна капля крови не потекла из тела двуглавого темного зверя после его обезглавливания, а рана, оставленная на его шее, была угольно-черной. Увидев это, Хань Ли остался совершенно бесстрастным и снова просто спустился на свою гору. Гора спустилась еще дальше на фоне громкого удара, в результате чего гигантский кратер углубился, а также резко расширился по площади. Гигантский зверь, раздавленный горой, был полностью разбит и рассеян в пятнышках черного света, разлетевшихся во всех направлениях. Однако эти пятнышки света могли пролететь не более 100 футов от горы, прежде чем они были втянуты в гору огромным пространством серого света, который исходил от нее. Только тогда на лице Хань Ли появилась улыбка, и он поднялся в воздух, прежде чем совершить захватывающее движение вниз своей угольно-черной рукой. С грохотом гора быстро сжалась и снова полетела в его руку полоской черного света. Она уже вернулась к размеру всего в несколько дюймов. Казалось, что это был довольно длительный процесс с момента появления куклы до того момента, когда все 3 серебряноглазых темных зверя были убиты Хань Ли, но на самом деле прошел очень короткий период времени. До этого Шикун все еще изо всех сил размахивал своими огненными боевыми молотами, пытаясь держать своих противников на расстоянии, но в следующее мгновение его противники внезапно исчезли. Все звериные проекции, вызванные этими серебристыми глазами темных зверей, исчезли после их смерти. Шикун запнулся, увидев это, прежде чем поспешно убрать свои боевые молоты, а затем повернулся к Хань Ли с удивлением в глазах.
В процессе он, естественно, заметил и куклу. Хань Ли просто слабо улыбнулся ему и махнул рукой в сторону куклы, и разумная марионетка немедленно убрала синий нефритовый веер в свою руку, а затем полетела к нему в виде полоски белого света. Затем он в мгновение эйка вернулся в форму змеи, затем уменьшился до фута в длину и исчез в его рукаве. Убрав свою марионетку, Хань Ли без малейшего колебания взмахнул крыльями, и его тело вырвалось в виде дуги молнии с раскатом грома. Сразу после этого он появился на другом поле битвы, и злобный взгляд промелькнул в его глазах, когда он посмотрел вниз. Ситуация для Лю Шуэр резко ухудшилась. Раньше она держала верх над 4 серебряноглазыми темными зверьми, но теперь она едва держалась за свою жизнь. 4 серебряноглазых темных зверя объединились в одно гигантское четырехголовое темное зверь, длина которого составляла около 500 футов, а его аура была сравнима с аурой ранга святой расы. Глава 1693. Комбинированная секретная техника. Третий глаз гигантского зверя без остановки испускал лучи серебряного света, создавая непрекращающийся поток атак, напоминавший проливной ливень. Лю Шуэр изо всех сил уклонялась от серебряных лучей света, и в процессе она явно высвободила свои самые могущественные способности и сокровища. Помимо набора коротких серебряных копий, она также вызвала набор маленьких белых флагов, а также небольшой золотой барабан. Белые флаги превратились в шары белого света, внутри которых непрерывно вздымались руны, создавая довольно загадочное зрелище. Тем временем маленький золотой барабан стремительно вращался на месте, посылая волны золотого света, несущиеся к гигантскому зверю с разрушительной силой. Что касается самой Лю Шуэр, помимо множества проекций рук позади нее, она также вызвала серию синих цветов лотоса по всему своему телу, все из которых были полупрозрачными и чрезвычайно красивыми. Они не только представляли собой яркое зрелище, но и все эти цветы лотоса были очень мощными. При ударе от цветы лотоса серебряные лучи света, которые иногда проникали через все другие защитные сооружения Лю Шуэр, исчезали вместе с самими цветами лотоса среди громких взрывов. Однако было совершенно ясно, что развязывание этих ледяных цветов лотоса было для нее чрезвычайно утомительным, и каждый раз, когда новый цветок появлялся на ее теле, ее лицо немедленно слегка бледнело. За этот короткий промежуток времени она уже вызвала более 100 этих цветов, и было совершенно ясно, что она не сможет поддерживать их дольше. Фактически, она решила упорствовать только тогда, когда прибыл Хань Ли. В противном случае она бы сбежала, спасая свою жизнь, как только эти 4 серебряноглазых темных зверя объединились в одно. Увидев своевременное прибытие Хань Ли и Шикуня, Лю Шуэр была в восторге и поспешно закричала: «Друзья, этот гигантский зверь действительно могущественен. Мы должны немедленно применить нашу комбинированную секретную технику». Хань Ли как раз собирался атаковать гигантского зверя, и на мгновение запнулся, услышав это, а затем немедленно кивнул в ответ. Таким образом, он сделал печать заклинания руками и своей угольно-черной рукой, и серый свет хлынул в небеса из-за его спины, образуя огромный световой барьер. Между тем, Шикун также издал низкий крик после короткого колебания, и духовный свет вокруг его тела внезапно стал черным как смоль, и он раздвинул пальцы своих рук, посылая бесчисленные нити серого света, проносящиеся по воздуху. В то же время Лю Шуэр также переключилась на другую ручную печать, и проекция позади нее внезапно исчезла, и ее сменило серое колесо света. Серое колесо света позади нее расплылось и начало вращаться с большой скоростью, и из него вырвались бесчисленные руны. Эти руны затем быстро разрушались и сошлись воедино, постепенно образуя массивную руну в центре колеса. Глаза Лю Шуэр вспыхнули, и она начала петь глубокое заклинание, и у четырехглавого гигантского зверя, казалось, появилось плохое предчувствие. Он немедленно издал яростный рев, и столб серебряного света, который был намного толще предыдущих, вырвался из каждого из его 4 серебряных глаз. Эти столбы света затем соединились в один, чтобы сформировать огромный столб света, который был сравним по диаметру с большой чашей, и он устремился прямо на Лю Шуэр. В то же время дюжина или около того гигантских звериных проекций также разделилась на 2 группы, прежде чем наброситься на Хань Ли и Шикуна. Еще до того, как они приблизились к ним двоим, проекции взорвали мощные столбы света, и их тела постепенно трансформировались на фоне всплесков черной ци, образуя гигантскую черную сеть, которая спускалась сверху к Хань Ли и Шикуню. Однако это были просто проекции, вызванные серебряноглазыми зверями, поэтому Хань Ли, естественно, не считал их серьезной угрозой. Он просто холодно хмыкнул, и, даже не подняв руки, шар серебряного пламени вылетел из его тела сам по себе, а затем резко расширился, образовав серебряный огненный шар размером около 10 футов. Огненный шар повернулся на месте и внезапно взорвался, посылая в воздух бесчисленные серебряные искры. В то же время перед Хань Ли появился кристаллический щит, и все черные столбы света были преломлены, тем самым полностью пропуская его. Что касается гигантской сети, образованной черными проекциями, в нее ударило бесчисленное количество серебряных искр, прежде чем она смогла спуститься намного дальше, и тут же вспыхнуло палящее серебряное пламя, быстро превратив сеть в ничто.
Ши Кун не смог справиться с этими надвигающимися атаками так легко и беспечно, как Хань Ли, но он открыл рот и достал малиновое медное зеркало. Зеркало вздрогнуло, и изнутри вспыхнуло трехцветное пламя. Мало того, что черные столбы света были легко сведены на нет этим пламенем, даже часть черной сети, которая спускалась к нему, была остановлена трехцветным пламенем. Между тем, перед лицом приближающегося столба серебряного света выражение лица Лю Шуэр немного изменилось, и она немедленно сделала странную ручную печать одной рукой, а другой рукой торжественно указала пальцем на столб света. Серое колесо света позади нее издало слабый жужжащий звук, и оно внезапно вылетело из-за ее спины, чтобы встретить серебряный столб света. Таким образом, эти двое столкнулись, и столб света в мгновение Эйке ударил по массивной руне в центре серого колеса. Гигантская руна в центре колеса сразу же начала быстро вращаться, образуя в итоге совершенно неразборчивое пятно. Затем последовала странная сцена. Столб света исчез в руне в мгновение Эйке, как будто это был замок из песка во время прилива. В следующее мгновение серый свет вспыхнул прямо перед гигантским чудовищем, и появилась руна размером около 10 футов. Сразу после этого из руны вырвался ослепительный серебряный свет, и из массивной руны вырвался столб серебряного света, такой же толстый, как тот, который выпустил гигантский зверь. Лю Шуэр только что высвободила какую-то невероятную способность притягивать серебряный столб света в пространство, а затем каким-то образом направлять его обратно к противнику. Однако эта способность явно была чрезвычайно утомительной, и на ее бледном лице появился неестественный румянец, в то время как ее тело неустойчиво покачивалось на месте. К счастью, она смогла сразу же прийти в себя, при этом принудительно подавив нездоровый румянец, расползшийся по ее щекам. Четырехголовый темный зверь слегка дрогнул при виде того, как его собственная атака была отброшена на него, после чего на всех четырех его лицах появились выражения шока и ярости. Однако у него не было выбора, кроме как снова выстрелить 4 лучами серебряного света из своих серебряных глаз, чтобы противостоять этой атаке. Две вспышки серебряного света с грохотом столкнулись, и шар пронзительного света взорвался, и массивные серебряные волны света разнеслись по воздуху во всех направлениях. В результате этих серебряных ударных волн даже близлежащее пространство слегка искривлялось и издавало слабый жужжащий звук. Во время этого короткого момента передышки Лю Шуэр быстро провела по воздуху 10 пальцами, посылая серию заклинаний разного цвета, которые быстро растворились в сером колесе света. Вперед! Затем она тихонько вскрикнула, ткнув пальцем в серое колесо впереди, после чего бесчисленные руны в безумстве вырвались из колеса света, образовав столб серого света, пронесшийся по воздуху. В то же время Хань Ли и Ши Кун также сделали ручные печати в унисон, и столб серого света внезапно появился прямо над четырехглавым гигантским зверем вместе с серыми нитями, которые были вызваны ранее. Серые огни соединились во вспышку, образуя гигантский световой шар диаметром более 100 футов. Шар серого света был покрыт бесчисленным количеством рун размером с кулак, и все они переливались ослепительным светом. Внезапно шар света раскололся среди глухого удара, после чего волна рун хлынула изнутри в неистовстве. Трио Хань Ли сразу же сделала печать заклинания руками, распевая что-то в строго отрепетированной последовательности. Затем высоко в воздухе произошла странная сцена. Руны, появившиеся из шара света, вращались на месте, а затем немедленно обрушились на гигантского зверя, как проливной ливень разрушения. Гигантский зверь внизу, естественно, также мог почувствовать ужасающую силу, заключенную в этих рунах, и издал яростный рев, а затем внезапно сжать все 4 свои головы вместе. Затем 4 чудовищные головы объединились в одну во вспышке черного света, формируя гигантскую голову, которая была гораздо более зловещей, чем раньше. У зверя не только выросла пара острых оленьих рогов на голове, изо рта также торчали 2 длинных клыка, каждый из которых был около 10 футов в длину, и они выглядели так, как будто они были парой гигантских лезвий. Что было еще более удивительно, так это то, что ряд из 4 серебряных глаз появился бок о бок на лбу зверя, и некоторые из них были совершенно неподвижны, в то время как другие постоянно сканировали окружающую местность. Перед лицом проливного ливня серебряных рун все 4 серебряных глаза зверя смотрели в унисон, и духовный свет вспыхнул в этих глазах, прежде чем бесчисленные шары серебряного света появились над его головой. Каждый световой шар был размером с человеческий большой палец, но они тут же устремились вверх в виде полосок серебряного света. В то же время гигантский зверь резко втянул воздух, а затем открыл пасть, обнажив угольно-черный шар света. Как только этот шар света вышел из его пасти, он резко расширился, а затем образовал черный световой барьер, который мгновенно окутал все тело зверя. Световой барьер был настолько плотным, что выглядел плотной структурой, и он непрерывно мерцал и менял яркость, создавая весьма своеобразное зрелище. Глаза Хань Ли слегка сузились, и холодный свет вспыхнул через его зрачки, когда он стал свидетелем этого сверху. Прямо в этот момент столкнулись серебряный свет и проливной ливень рун, создав бесчисленные взрывы духовного света и погрузив находящуюся поблизости первозданную мирскую цемира в совершенно хаотическое состояние. Ураган высотой более 1000 футов был унесен почти мгновенно и в безумстве расширялся во всех направлениях, пытаясь поглотить все, что встречалось.
Увидев это, лица Лю Шуэр и Ши Куна резко изменились, и они оба отлетели на 100 футов, используя свои защитные сокровища, чтобы защитить себя. Тем временем Хань Ли внезапно взмахнул крыльями и исчез на месте, как дуга лазурной и белой молнии. В следующее мгновение пространственные флуктуации вспыхнули рядом с черным световым барьером внизу, и Хань Ли снова появился из воздуха посреди новой вспышки молнии. Внутри светового барьера гигантский зверь непрерывно рычал, и когда серебряный свет вспыхнул в 4 глазах на его лбу, черная чешуя начала появляться по всему его телу. Пара длинных черных щупалец также выросла с обеих сторон его подбородка, а его тонкий и длинный хвост стал чрезвычайно толстым и угрожающим. В сочетании с парой гигантских лампоподобных глаз на его лице он сильно напоминал Кирина. Черный свет вспыхивал во рту зверя, и ужасающая аура исходила от его тела, поражая прохожих с леденящим кровь ощущением. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, и, хотя выражение его лица осталось неизменным, его губы непроизвольно подергивались. Внезапно золотой свет вырвался из его тела, и изнутри вылетел проекция с 3 головами и 6 руками. Проекция взмахнула рукой в воздухе, и в ней появился мерцающий золотой сегмент клинка, который мягко ринулся в сторону черного светового барьера. В бесчисленных километрах от этого поля битвы золотой темный зверь мчался через лес с дюжиной или около того трехглазых темных зверей позади него. Внезапно золотой свет вырвался из его тела, и он остановился на ветке с намеком недоумения в угольно-черных глазах. Глава 1694. Погоня. Несколько мгновений спустя монарх темных зверей повернулся к одному из трехглазых темных зверей позади него и выпустил серию яростных рычаний. Трехглазый темный зверь немедленно прорычал в ответ и сделал несколько шагов назад в уважительной манере. После этого он развернулся и бросился обратно тем же путем, которым они пришли, быстро исчезнув в темноте. Монарх темных зверей повернулся и, увидев это, двинулся дальше. В его глазах посторонние, которые проникали в их лес темных зверей, были, естественно, весьма отвратительными, но они бледнели по сравнению с целью, которую он преследовал в настоящее время. Таким образом, даже при том, что он почувствовал смерть серебристых темных зверей, которых он отправил ранее, он не собирался возвращаться, а просто использовал одного из своих подчиненных для выполнения своих приказов. Остальные трехглазые темные звери, естественно, следовали за золотым темным зверем. В лесу поблизости слышался громкий шорох, и было совершенно ясно, что этого монарха темных зверей сопровождает огромная стая зверей. Однако, если прислушаться внимательно, можно было обнаружить, что часть этого шороха постепенно утихает, по-видимому, указывая на то, что многие из темных зверей отделились от стаи зверей и ушли в противоположном направлении. Хань Ли парил в воздухе, скрестив руки. Внизу под ним гигантский темный зверь был уже разрезан пополам, и 2 половины его туши распадались на точки черного света. Лю Шуэр и Ши Кун тупо смотрели на Хань Ли. Несмотря на то, что они изо всех сил старались сохранять спокойное выражение лица, в их глазах были следы страха. Из-за того, что поле битвы было слишком хаотичным из-за бесчисленных взрывов и невероятной скорости движений Хань Ли, они не могли понять, как он разобрался с этим гигантским чудовищем. Они видели только, как пронеслась ослепительная полоска золотого света, после чего и зверь, и черный защитный световой барьер вокруг него были мгновенно разрезаны пополам, без возможности оказать какое-либо сопротивление. Аура этого гигантского зверя была сравнима с аурой ранга святой расы, но он был мгновенно убит Хань Ли. Это было просто потрясающе. Кроме того, в тот момент, когда появилась полоска золотого света, и Ши Кун, и Лю Шуэр могли почувствовать, что первозданная мирская ци поблизости насильно притягивалась к золотому свету, как будто какой-то огромной силой. После этого эта огромная сила исчезла сразу после того, как исчез золотой свет. Способность использовать первозданную мирскую ци, естественно, не было подвигом, достойным недоверия. Тем не менее, для таких существ, как они, получение ци из источника мирской ци было чем-то, чего они едва могли достичь после печати заклинаний и пения в течение долгих периодов времени. Даже тогда не было гарантии успеха, но Хань Ли только что совершил этот подвиг с такой легкостью, как если бы он прогуливался в парке. Может быть, его силы уже были сопоставимы с силой их мастеров? Если так, то он был человеком, который полностью бросил вызов естественному порядку. Имея это в виду, и Ши Кун, и Лю Шуэр оценивали Хань Ли со странным взглядом. Напротив, выражение лица Хань Ли осталось совершенно неизменным. После того, как он высвободил свою проекцию первозданного дьявола и использовал сегмент клинка, чтобы убить гигантского зверя, он немедленно убрал и проекцию, и сокровище, не дав своим 2 товарищам возможности увидеть, что произошло. Хань Ли решил использовать сегмент клинка за счет части мощности своей проекции, поскольку он хотел увидеть, сколько энергии он может высвободить с этим сокровищем, используя свою недавно усовершенствованную проекцию. Возможно, количество энергии, необходимое для атаки с помощью сегмента клинка, было намного меньше, чем он ожидал с самого начала,
Или, возможно, его недавно усовершенствованная проекция первозданного истинного дьявола смогла контролировать расход энергии. В любом случае, атака была развернута не только в несколько раз быстрее, чем Хань Ли был способен в прошлом, но и количество затраченной силы было меньше 1/3 того, что требовалось ранее. Во время этого процесса он намеренно сдерживал большую часть мощности клинка, но это все равно было для него весьма приятным результатом. Даже в этом случае, после использования высшего небесного фрукта в золотых горных дьявольских хребтах, он израсходовал большую часть силы своей проекции, и если бы не тот факт, что он восстановил большую часть этой силы за последние несколько годы усердной культивации, он бы не осмелился использовать здесь этот сегмент клинка. Имея это в виду, Хань Ли сделал хватательное движение к двум половинкам тела гигантского зверя своей угольно-черной рукой, и оттуда мгновенно пронеслось огромное пространство серого света. Серый свет поглотил все точки черного света, на которой распалась туша, оставив после себя 4 мерцающих серебряных бусинки размером с большой палец. Это были не что иное, как внутреннее ядро трехглазых темных зверей. Хань Ли приподнял брови, увидев это, но, когда он собирался убрать их, из его рукава внезапно раздался низкий рев возбуждения. Услышав это, он слегка запнулся и ненадолго задумался над ситуацией, а затем взмахнул рукавом, и оттуда вылетела золотая тень, оставляя за собой след остаточных образов. Затем золотая тень оказалась маленьким зверьком с золотыми узорами по всему телу. Это был никто иной, как его леопардовый кирин. Достигнув стадии божественной трансформации, леопардовый кирин усиленно культивировал браслет духовного зверя Хань Ли, и после того, как Хань Ли накормил его всеми видами драгоценных таблеток, он достиг средней стадии божественной трансформации. Фактически, он уже был близок к поздней стадии божественной трансформации. Тем не менее, на его нынешнем уровне культивации он действительно не сильно помогал Хань Ли, и именно поэтому он не призывал этого зверя во время своих предыдущих сражений. Однако возбужденная реакция этого зверя, естественно, побудила Хань Ли выпустить его из своего браслета духовного зверя, и как только появился леопардовый кирин, он мгновенно вырвался вперед, оставив за собой еще один след остаточных образов, и разом проглотил все 4 внутренних ядра темных зверей. Затем он бросился назад и, приземлившись на плечо Хань Ли, очень нежно потерся своей пушистой головой о его шею. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, когда он увидел это, и он перевернул руку, выпустив еще 3 идентичных внутренних ядра во вспышках серебряного света. Глаза леопардового кирина сразу же загорелись, и он набросился на 3 внутренних ядра и поглотил их, а затем взревел от восторга. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка. Леопардовый кирин вообще не проявил никакой реакции на внутренние ядра обычных темных зверей, поэтому он не знал, почему его внезапно так заинтересовали внутренние ядра этого серебряноглазого темного зверя. Однако потребление этих внутренних ядер могло оказаться только полезным для зверя. Таким образом, Хань Ли провел рукавом по воздуху, и изнутри вырвалась вспышка лазурного света, унося с собой маленького зверя, который исчез во вспышке, снова вернувшись в браслет призрачного зверя. Что касается того, какой эффект эти внутренние ядра окажут на леопардового кирина, это было то, что он мог узнать только после того, как зверь очистил внутренние ядра в своем теле. Лю Шуэр и Ши Кун обменялись взглядами, увидев, как леопардовый кирин пожирает внутренние ядра, а затем, наконец, подлетели к Хань Ли. Однако они остановились в нескольких десятках футов от них, и Лю Шуэр улыбнулась со словами: «Спасибо, что вмешался, чтобы спасти нас, брат Хань». С этими серебристыми темными зверьми было очень сложно справиться, даже в одиночку, и с их способностью сливаться воедино, господин Даосист Ши и я, скорее всего, погибли бы от их рук. В самом деле, твоя огромная сила действительно посрамляет нас двоих, брат Хань. И если бы не тот факт, что это царство строго запрещает въезд существ ранга святой расы и выше, я бы серьезно подумал, что переодетый старший ранга святого вмешался Ши Кун с кривой улыбкой. Оба они стали подсознательно разговаривать с Хань Ли более уважительно. Хань Ли с улыбкой повернулся к ним двоим и ответил: «Нет нужды быть таким скромным, господа даосисты. Я смог убить этих темных зверей так легко, потому что вы двое привлекли большую часть их внимания. Мы уничтожили здесь всех наших врагов, но нам нужно поскорее выбираться отсюда. Я уверен, что скоро нас будут преследовать другие темные звери, так что лучше уйти отсюда как можно быстрее». Выражение лица Лю Шуэр немного изменилось, когда она услышала это, но затем она быстро согласилась. «В самом деле, брат Хань, мы должны немедленно продолжить движение». Ши Кун, естественно, тоже не возражал против этого, и он быстро кивнул в ответ. Таким образом, после краткого обсуждения, все трое продолжили свое путешествие. 5 или 6 дней спустя, в густом лесу, Хань Ли невыразительно сделал печать заклинания, и несколько десятков лазурных летающих мечей вращались вокруг его тела. Эти мечи затем превратились в лазурные цветы лотоса, которые спустились к трехглазому темному зверю впереди, и темный зверь мгновенно был разрублен на бесчисленное количество частей во вспышке лазурного света. Позади него стояла кукла, и она махала своим голубым нефритовым веером в сторону обычного темного зверя.
Синий свет вырвался из нефритового веера, мгновенно заморозив темного зверя и две черные проекции, которые он вызвал, полностью обездвиживая их, запечатав их в голубой ледяной горе высотой более 100 футов. Вдалеке непрестанно гремели раскаты взрывы и беспорядочно вспыхивали духовные огни разных цветов. Там Лю Шуэр и Ши Кун также сражались с несколькими другими темными зверьми. Это была уже 7-я группа темных зверей, с которыми они столкнулись после выхода из центральной части леса. Каждая группа состояла по крайней мере из 5 или 6 темных зверей, в то время как самые большие группы состояли из 7 или 8 из них. К счастью, среди них не было серебряноглазых темных зверей, поэтому самые могущественные из них, с которыми столкнулось трио Хань Ли, были обычными трехглазыми темными звери, и ни один из них не был способен соединить свои тела вместе. Таким образом, они, естественно, не могли сравниться с Хань Ли и остальными, и были легко убиты. Даже в этом случае Хань Ли и другие неизбежно должны были замедляться снова и снова, чтобы сражаться этими группами темных зверей, и в отличие от предыдущих групп, с которыми они столкнулись, эта группа состояла из дюжины или около того темных зверей. Если бы не тот факт, что Хань Ли и остальные раскрыли некоторые из своих козырных способностей, им было бы нелегко добиться быстрой победы. Хань Ли взмахнул рукой, из лазурных цветков лотоса раздался слабый жужжащий звук. Сразу после этого они пронеслись по воздуху несколькими десятками лазурных нитей, пробив тело темного зверя, запечатанное в голубой ледяной горе. Затем он бесстрастно повернулся к полю битвы Лю Шуэр, и все лазурные нити устремились в этом направлении. 10 дней спустя 3 человекоподобные фигуры неподвижно парили в воздухе на окраине леса темных зверей, глядя на лес впереди. Там собралось более 30 темных зверей, и почти половина из них были трехглазыми темными зверями. У Лю Шуэр и Ши Кун было мрачное выражение лица, и брови Хань Ли также были слегка нахмурены. Глава 1695. Случайная встреча. Все эти темные звери были сопоставимы с культиваторами стадии пространственного закаливания, и поэтому многие из них собрались одновременно. Несмотря на то, что Хань Ли и другие были гораздо более могущественными, чем предполагали их уровни культивации, ситуация все же оставалась довольно мрачной. Хань Ли не был слишком обеспокоен, так как у него было много козырей, и в худшем случае он мог бы просто выпустить своих золотых прожорливых жуков или высший небесный фрукт, чтобы убить этих темных зверей. Таким образом, он оставался довольно спокойным и собранным. Перед лицом стольких темных зверей Лю Шуэр и Ши Кун, естественно, осознавали, что они не могут встретиться с ними в прямом сражении. В противном случае, даже если бы они смогли добиться победы, у них определенно не было возможности сделать это невредимыми. Если бы они получили серьезные травмы и потратили слишком много магической силы, оставшаяся часть пути была бы чрезвычайно трудной, особенно с учетом того, что им все еще приходилось разыскивать эти ограниченные руины и забрать оттуда сокровища. К счастью, даже несмотря на то, что этим темным зверям удалось отрезать трио Хань Ли, они знали о судьбе, постигшей их товарищей, которые пытались остановить Хань Ли и других в прошлом, поэтому они воздержались от немедленной атаки. В настоящее время казалось, что они хотели только временно задержать троих, пока не прибудут новые темные звери. После короткого молчания брови Лю Шуэр слегка нахмурились, и ее рот начал двигаться, передавая свой голос Хань Ли и Ши Куню. «Друзья, мы не так уж далеко от границы леса темных зверей. С таким количеством темных зверей, стоящих на нашем пути, было бы неразумно сразиться с ними в прямом сражении, поэтому я предлагаю нам разделиться и сбежать, а затем воссоединитесь после того, как выйдем из леса». Хорошо, это похоже на план. Ши Кун сразу же согласился с этим предложением. Хань Ли на мгновение задумался над этим предложением и кивнул в ответ. Группу темных зверей возглавлял трехглазый темный зверь, который был намного больше по размеру, чем его товарищи, и, казалось, почувствовал, что Хань Ли и остальные что-то замышляют. Таким образом, он издал низкое рычание, и вся стая зверей сразу же зашевелилась. Внезапно они открыли рты в унисон, выпустив несколько десятков столбов черного света, одновременно создав бесчисленные проекции когтей, которые устремились прямо в трио Хань Ли. Комбинированная атака нескольких десятков темных зверей, естественно, была довольно устрашающей, но, убив так много темных зверей по пути сюда, Хань Ли и другие уже разработали меры против атак такого рода. Таким образом, духовный свет исходил от их тел, и Хань Ли сделал печать заклинания, и на его спине появилась пара полупрозрачных крыльев. Он нежно взмахнул крыльями, и его тело взметнулось тонкой лазурно-белой нитью. Когда он летел по воздуху, он несколько раз изменял направление непредсказуемым образом, тем самым позволяя ему уклоняться от столпов света и проекций когтей. В мгновение эйка он обошел всю стаю зверей, а затем исчез вдалеке после нескольких вспышек. По сравнению с этим меры, принятые Лю Шуэр были намного проще. Она открыла рот, выпустив шар синего света, и в то же время белый свет вспыхнул из-под ее ног, после чего снова появилась эта полупрозрачная нефритовая мышь. И синий световой шар, и нефритовая мышь начали ярко светиться,
и она взлетела по воздуху, как шар из синего и белого света. Черные столбы света, поразившие шар света, все беззвучно растворились в нем, как замки из песка во время прилива, и шар света расплылся, прежде чем преодолеть расстояние более 1000 футов, а затем продолжил свой путь вдаль. Ши Куна решил действовать гораздо более жестоко и властно. Холодно фыркнув, он выпустил яркий желтый свет, вырвался из его доспехов, и он внезапно стукнул руками перед грудью, на которых сразу же начали появляться пятнышки желтого света вокруг его тела. Сразу после этого пятнышки света резко увеличились в размерах и слились воедино, образуя странный световой барьер, окутавший все его тело. Причина, по которой этот световой барьер был странным, заключалась в том, что его поверхность была испещрена бесчисленным множеством рун. Встречные столбы черного света врезались в световой барьер среди громких ударов, но руны их отразили. Тем временем Ши Кун воспользовался этой возможностью, чтобы сбежать. Его тело качнулось, и он внезапно зарылся глубоко в землю, а затем начал бежать, находясь на глубине более 100 футов под землей, и его скорость не уступала скорости Люшуэр во время ее побега. Эти темные звери, естественно, не собирались позволить им троим так легко сбежать. Трехглазый темный зверь, который, казалось, был лидером стаи, издал яростный рев, и стая зверей сразу же разделилась на 3 группы, каждая из которых немедленно отправилась в погоню за одним из троицы Хань Ли. Однако на полной скорости Хань Ли эти темные звери, естественно, были далеко недостаточно быстры, чтобы его догнать. Таким образом, лазурно-белая нить, в которую он превратился, с каждой секундой быстро увеличивала разрыв между ним и его преследователями. Из-за того, что он быстро летел по воздуху и очень заметным образом, некоторые другие темные звери появились из леса внизу по пути, чтобы попытаться напасть на него. Однако Хань Ли просто взмахнул рукавом, и несколько десятков полос лазурного света в безумстве взлетели. Темные звери, естественно, не могли сравниться с его лазурными бамбуковыми мечами, и все, кто пытался встать у него на пути, были мгновенно разрублены на бесчисленные кусочки. Были случайные темные звери или 2, которым удавалось среагировать достаточно быстро, чтобы выпустить несколько проекций когтей в попытке удержать мечи на расстоянии, но лазурные летающие мечи просто пронзили эти проекции когтей, как горячие ножи по маслу, а затем поразить темных зверей и мгновенно убить их на месте. Таким образом, Хань Ли продолжал двигаться вперед без остановки, преодолевая все препятствия на своем пути с несравненной мощью, и, наконец, он вышел из леса темных зверей после полудня полета. После выхода из леса он увидел бескрайние луга. Была еще ночь, но он чувствовал богатый землистый аромат, исходящий непосредственно от природы. Несмотря на то, что он сбежал из леса, Хань Ли не показал никакого намерения останавливаться и продолжил лететь по воздуху на полной скорости. Пролетев почти 50 000 километров, лазурно-белая нить наконец остановилась на вершине холма высотой в несколько сотен футов, и Хань Ли снова появился во вспышке духовного света со спокойным выражением лица. Синий свет вспыхнул в его глазах, и он осмотрелся вокруг. На обширной и ровной местности, подобной той, на которой он в настоящее время находился, он смог в полной мере использовать свои глаза духовного прозрения. Таким образом, он мгновенно смог ясно видеть все в радиусе 50 километров. Он также мог расширить свое видение и за его пределами, но детали стали довольно размытыми. Не сумев обнаружить поблизости никаких потенциальных угроз, Хань Ли вздохнул с облегчением и высвободил свое духовное чутье, чтобы просканировать окружающее пространство, а затем мгновенно убрал его. Полупрозрачные крылья на его спине исчезли в глухом ударе грома, и он обернулся, глядя через сузившиеся глаза на лес темных зверей. Путешествуя так далеко от леса темных зверей, темным звере, скорее всего, придется отказаться от его преследования, независимо от того, насколько они разъярены. Однако, если бы они действительно осмелились продолжить попытки выследить его, то он определенно не прочь бы убить их на месте. Изначально он сбежал от них не потому, что на самом деле их боялся. Вместо этого он просто пытался избежать ситуации, когда на сцену стекалось больше темных зверей, и в этом случае он был бы полностью окружен. Хань Ли сцепил руки за спиной и неподвижно встал на вершине холма. Легкий ветерок обдувал его, и его мантии мягко развивались на ветру, придавая ему вид бессмертного. Внезапно он перевернул руку, чтобы получить малиновую пластину формации, на которой непрерывно мерцали серебряные нити. Хань Ли некоторое время смотрел на пластину, и его брови слегка нахмурились. Эти двое уже воссоединились друг с другом, и они тоже не так далеко отсюда, так почему они не собираются присоединиться ко мне? Может быть, они столкнулись с какими-то проблемами. Пробормотал Хань Ли про себя, а затем снова убрал пластину формации. Затем он поднял голову и посмотрел в определенном направлении, после чего лазурный свет внезапно вырвался из его тела. Он поднялся в воздух, затем полетел вдаль, в том направлении, куда прежде смотрел. Несмотря на то, что он двигался не так быстро, как с активированными грозовыми крыльями, он все равно летел с невероятной скоростью. Таким образом, он проехал около 15 000 километров за короткое время, доставив его в другой район луга. Когда он летел по воздуху, в глазах Хань Ли вспыхнул синий свет,
и на его лице появилось своеобразное выражение. Внезапно лазурный свет погас, и снова появился Хань Ли, бесстрастно глядя вперед. На расстоянии более 1000 футов от него стояли две пары существ, смотрящих друг на друга издалека. Первой парой были Шикуня и Лю Шуэр. У Лю Шуэр было осторожное выражение на лице, в то время как Шикун уже холодно улыбнулся, и его руки были сжаты в кулаки, как будто он рвался к битве. Перед ними стояли мужчина и женщина. У этого человека была густая кудрявая борода, а верхняя часть его тела покрывала броня из серебряных чешуек. За спиной у него было гигантское оружие, похожее на трезубец, и он выглядел довольно проблемным существом. Напротив, у женщины были тонкие брови и черные глаза. Ее кожа была очень светлой, и она носила одежду из зеленой звериной шкуры, которая идеально подчеркивала изгибы ее соблазнительного пышного тела. Как ни странно, их нижние части тела были окутаны облаками белой ци, и звук текущей воды можно было слышать изнутри этих белых облаков. Это раса морских монархов. Хань Ли смог определить происхождение этого дуэта почти мгновенно, и его выражение лица немного изменилось после этого открытия. Раса морских монархов не была прямым врагом небесных облачных рас, но всем было известно, что они были союзниками расы Цзяочи. Поэтому неудивительно, что они оказались в таком напряженном противостоянии. Реакции двух групп, естественно, сильно различались при виде прибытия Хань Ли. В глазах Лю Шуэр появился намек на восторг, и она сразу почувствовала себя намного более уверенной. Улыбка Шикуна также стала еще шире, и он почтительно поприветствовал Хань Ли. Напротив, пара существ расы морских монархов повернулась и оценила Хань Ли с холодным и недружелюбным выражением лица. Оба они были весьма удивлены, почувствовав, что Хань Ли был всего лишь существом высшей расы 7-го уровня, и они не могли не обменяться недоуменными взглядами. «Ты тоже из небесной облачной расы?» — спросил мужчина громким голосом, который соответствовал его внешности. «Полагаю, что в данный момент технически да. Вы двое готовитесь атаковать моих товарищей?» — спокойно спросил Хань Ли. «Мы планируем атаковать их. Если бы мы намеревались это сделать, они уже были бы мертвы». Мужчина-морской монарх холодно усмехнулся. Услышав это, Шикун пришел в ярость до смеха, с угрожающим выражением лица, шагнул вперед и сказал: «Что ты сказал? Хвастовства тебе не занимать. Хе-хе, давай посмотрим, действительно ли твоя раса достойна того, чтобы называться одной из 3 великих водяных рас».